Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем путешествие по Москве. Начинаем мы с вами от памятника князю Владимиру, который располагается напротив Александровского сада и стен Кремля. Уходим мы с вами на Большой каменный мост. И вот так вот он выглядит. Вы его уже, наверное, запомнили, исходя из многочисленных моих сюжетов. По правую руку от нашего движения храм Христа Спасителя и Патриарший мост. Ну а с противоположной стороны виды на сам Кремль, на парк Зарядье, ну и, конечно же, на Москву. Относительно нашего движения по левую руку Болотная площадь и водоотводной канал, а также Малый каменный мост. Я приложу сюжет. В правом верхнем углу будет ссылка. Мы с вами предыдущие проезды делали вдоль водоотводного канала. Поэтому для тех, кто вновь подключился, а также тех, кто смотрит меня давно, у вас создастся картина, как проходят параллельно набережные, как они связывают основные дороги. Ну и, соответственно, здесь, когда мы будем с вами двигаться, будут названия мостов, как вот в данном случае Большой каменный мост, потом Большой Москворецкий, Большой Устинский, Большой Краснохолмский и так далее. А с другой стороны, относительно нашего движения, вот за спиной, относительно этого вида, где водоотводной канал, соответственно, мосты с названием Малый, Малый каменный, Москворецкий, Устинский. Виды на Большой Кремлевский дворец, на Благовещенский собор. Если у вас будет возможность попасть сюда, обязательно приходите в любое время суток, в любое время года. Совершенно шикарные виды, незабываемые фотографии. Я вас настоятельно призываю побывать здесь, погулять, поэтому найдите время обязательно и сделайте, запечатлейте себя на фоне Кремля памятные фотографии. Виды на Васильевский спуск, на собор Василия Блаженного, и проходим мы с вами уже под Большим Москворецким мостом, который не так давно обновили. Виды на жилые сектора, офисные здания, рестораны. Ну а с противоположной стороны у нас парк Зарядье. Движемся мы уже с вами по Раушской набережной, а с противоположной стороны у нас будет Москворецкая набережная. Ну и, конечно же, виды на саму Москву. Напомню, что проходят работы по всему городу, как на дорогах, так и что-то возводится, что-то, какие-то объездные пути. Учитывайте эти моменты, потому что Москва одновременно ведет свое строительство как и вширь, так и вверх, так и в обновлениях под дорогами, под трассами, под эстакадами, поэтому учитывайте эти моменты, ну и не обращайте внимания, не заостряйте, вернее, свое внимание на это, потому как это, уже свойственно. Практически в каждом сюжете у нас с вами такие моменты есть. Добрались мы с вами до Большого Устинского моста. Опять работа, ведутся коммуникации. Значит, по левую руку у нас уходит под мостом река Яуза, а также с той стороны берет свое начало Бульварное кольцо, по которому мы тоже с вами ездили. Ну а здесь, с противоположной стороны, где Котельническая набережная и именитая высотка на Котельнической набережной, мы делали с вами сюжеты. В правом верхнем углу будет ссылочка, я ее приложу, поэтому переходите, я уверен, вам понравится. Космодемьянская набережная с нашей стороны, она большая, проходит она под Краснохолмским мостом, он впереди у нас уже появился, то есть это у нас Большой Краснохолмский мост. Напомню, что параллельно от нашего движения с правой стороны водоотводной канал, там, соответственно, Малый Краснохолмский мост, ну и то самое Садовое кольцо, на которое мы выходили с вами в прошлом сюжете, который прилагается, будет как раз уход направо по Садовому кольцу в сторону Павелецкого вокзала. Ну а отсюда в противоположную сторону, в сторону Таганской площади, ну и станции метро Таганская, так называемая в простонародье Таганка. Вот так вот выглядит Большой Краснохолмский мост, его виды. Ну и добрались мы уже с вами до
тоже еще одного сюжета, который мы с вами записывали в вечернее время суток. Дом музыки в окружении офисных зданий, отелей, бизнес-центров и так далее. Поэтому в правом верхнем углу приложена ссылка, и всю вот эту красоту, которую вы видите со стороны набережной, вы увидите на самой территории вокруг в сюжете, который приложен справа. Ну а с противоположной стороны, относительно нашего движения, Новоспасский монастырь, его купола, также пруд. Я прилагаю еще одну ссылку. В правом верхнем углу она будет. Вы увидите то, что его окружает. Соответственно, впереди появится Новоспасский мост. И вот вы его уже видите. Ну а по правую руку, вот буквально чуть мы проехали, у нас брал свое начало водоотводной канал, и сюжет, который я приложил в начале ролика, как раз рассказывал нам о том, что вокруг водоотводного канала нас окружало. Автомобили каршеринга, обратите внимание, что практически разные марки, разного класса, все доступно, то есть от простых до бизнес-класса и премиума, поэтому это один из распространенных видов транспорта, которыми пользуются и гости столицы, и москвичи, поэтому если у вас есть возможность пользоваться, обязательно пользуйтесь, очень удобная штука. Ну и также многие используют эти машинки для того, чтобы попробовать ту или иную модель. Как правило, парк обновляется, вы видите, их очень много, потому как здесь места относительно метро имеют некое удаление, поэтому, прибывая сюда, а это у нас шлюзовая набережная в Дербеневскую перешла, здесь много разных бизнес-центров, много разных офисных зданий, поэтому автопарк здесь каршеринга очень часто во всей своей красе, поэтому здесь с этим проблем никогда нет, можно сесть и доехать до любого нужного вам места. Ну и с левой стороны появился у нас комплекс территорий ЗИЛа, то есть это в настоящий момент идет комплексное развитие этих территорий. Это у нас крупнейший проект. Фактически это реорганизация промзон. То есть не только в Москве он крупный, но и в России, ну и также в Европе. Почему я сделал этот сюжет и добавляю его? Потому что все предыдущие сюжеты, они как-то объединяют эту поездку. Также у вас есть возможность посмотреть, как обновляются набережные, как они содержатся. Естественно, их будут обновлять, естественно, уберут вот эти провода, которые висят, поставят современные мачты освещения. Ну и противоположную сторону, конечно же, совсем по-другому перестроят, потому как занялись ей активно. То есть еще где-то в 2013 году был принят проект планировки производственной зоны ЗИЛа, и тогда же началось это все строительство. То есть площадь застройки ЗИЛа, а также прилегающих территорий составляет более 6 миллионов квадратных метров самой недвижимости, ну и также более 5 миллионов квадратов непосредственно на территории самого бывшего завода имени Лихачева. То есть это не поле, это производственные территории, на которых много что нужно снести, много вывести, поэтому, естественно, процесс строительства там идет, он не быстрый, но уже здесь со стороны можно многое заметить, что ничего не стоит на месте, набирает свои обороты. Ну и в скором будущем здесь появится огромнейший город, не побоюсь этого слова. То есть здесь будет предусмотрено строительство больших площадей жилья,
социальной, транспортной инфраструктуры, много будет построено разных офисов, спортивные, всякие парки, благоустройство и озеленение территорий произойдет, как и на самой территории ЗИЛа, так и вдоль набережной реки Москвы. Конечно же, какие-то проложат параллельные дороги, примерно такие же, как и с этой стороны. Ну и в результате на месте заброшенной территории появится, как у нас многие говорят, город в городе. То есть, что он будет из себя представлять? Ну, вы видите, что ведутся работы, уже многое сделано. Мы с вами делали, кстати говоря, в технопарке сюжет. Давайте я его приложу на всякий случай в правом верхнем углу. Ну и примерно в двух словах, если описывать, то центром самой территории запланирован пешеходный бульвар. У него даже уже есть название. Называется он «Братья Веснины», по-моему, так. То есть бульвар братьев Весниных. И вдоль него будут расположены основные общественные здания, такие как новый концертный зал, музей Эрмитаж Москва, театры, отели, торговые центры, какие-то жилые будут здания. То есть более 40 гектар территории будет выделено только под благоустройство набережной, которая, кстати говоря, по длине будет 4 километра. Также будут разные парковые зоны, парковочные площадки. Ну и, конечно же, транспортный каркас нового городского района будет включать и станцию московского метрополитена с крупным транспортно-пересадочным узлом. Железнодорожная будет станция МЦК, даже у нее уже есть название ЗИЛ. Планируется создать и вокруг нее там транспортно-пересадочный узел, большая сеть разных магистральных местных дорог. То есть в совокупности говорят о том, что это будет более 30 километров улично-дорожной сети. Несколько будет мостов переброшено, включая пешеходные. Ну и, как я и ранее сказал, все проекты современные. В общем, город в городе. Мы ожидаем это. Многое уже сделано. Территории потихонечку сносятся. Ну а то, что здесь было, то есть заброшенная абсолютно территория, убитая напрочь дорога вдоль набережной Москвы-реки. Это действительно требовало большого внимания. И я очень рад, что это не тупо вот какая-то застройка жилищных комплексов, а это распланированный уже город со всякими современными подходами, взглядами. Я надеюсь, он будет широкий, просторный. Где-то в сетях уже доступны некоторые проекты, виды. Я посмотрел, то есть, относительно того, что нас окружает, как и в центре, тогда и в самой Москве, это очень перспективное место в развитии. Вы видите, что даже здесь по правую руку относительно нашего движения уже возводятся жилые комплексы, потому как люди понимают, что будет здесь в дальнейшем. Естественно, стараются взять квартиры здесь, ну и уже потихонечку вселяются в те самые корпуса, которые стоят с противоположной стороны. Они у нас будут доступны. Вот вы видите на горизонте, посмотрите, сколько башенных кранов. Конечно же, много еще будет снесено и вывезено. Ну и с правой стороны относительно нашего движения уже вот эти вот новострои, они полностью обжились людьми. И, конечно же, виды совсем здесь будут другие. И вот что я хотел сказать, что мы с вами-то практически движемся вдоль нового маршрута речных судов, которые будут запущены. Свяжет их новый южный порт, который располагается напротив парка
остров мечты. Ранее сюда ходили относительно нашего движения где-то позади с Москоу-Сити, доходили они примерно до парка Зарядье, разворачивались, уходили в обратную сторону. Ну а совсем давно сюда двигались вот здесь. Они уходили в сторону шлюзов, которые перебрасывали нас к парку Коломенское, и уходили аж вплоть до Марьино. Это были такие большие путешествия, незабываемые, я помню их из детства. И вот потихонечку это все воссоздается, приводится в порядок. Впереди, кстати говоря, метромост, по которому мы с вами тоже делали наши поездки со стороны станции метро Коломенская, которая с правой стороны, в сторону технопарка. Вот вы видите уже жилые дома, которые, кстати говоря, заселены, там уже живут люди. Ну и бесконечные краны возводят новые здания. Все это сейчас, ну, не постесняюсь этого слова, бомбанет в застройке, потому что что-то появилась и на территории технопарка, она уже работает, и офисные здания в том числе. Ну и, конечно, Диснейленд, такой московский, как у нас его называют, свое название он имеет, остров мечты, он, конечно же, подтянет сюда большое количество туристов, как городским транспортом будет доставляться, говорят, даже бесплатно от станции метро сюда будут привозить специальными автобусами, специальным транспортом людей. Ну и также у вас будет возможность как прогуляться вдоль набережной с противоположной стороны, это я уже глубоко в будущее засматриваюсь, ну и также поплавать отсюда на судах речных, как добраться до центра, добраться до Москоу-Сити, ну и преодолеть по водной глади, можно так сказать, вдоль центра города, какое-то сделать свое путешествие, преодолеть свой путь. Вот. Я уверен, он вам понравится, поэтому все только начинается. И вот как раз тот самый южный порт с противоположной стороны уже готов, а это говорит о том, что суда уже этим летом будут здесь ходить. Поэтому отвечаю еще раз тем, кто спрашивает, почему я на территории острова мечты не делаю свои сюжеты. Я дождусь того нужного времени, когда будут люди, когда будут зеленые деревья, когда будут речные сообщения, кораблики здесь ходить, и все это дело с разных сторон засниму для вас, чтобы у вас было полное представление того, что здесь намечается, что здесь будет в дальнейшем. И, собственно говоря, я этот момент как раз и жду. Ну а поскольку нет погоды, я делаю вот такие проезды, общаюсь заодно с вами, что-то черпаю из ваших комментариев, которые вы оставляете, ну и радуюсь вместе с вами тем самым видам, которые открываются для меня, многое новое для меня, многое, что я могу сравнить с тем, что здесь было, и с удовольствием отвечаю на то, что вы пишете, даже на негативные комментарии. Ну и с этой секунды позвольте закончить свое очередное путешествие. Я буду ждать ваших комментариев, ваших отзывов. Всегда рад почитать и ответить. Ну и с этой минуты скажу вам очередное свое традиционное уже. Ну а пока и до новых сюжетов.